Всем привет! Вы на канале Варанча. Этот выпуск будет посвящен одному из самых крупных городов Колумбии, столице Богота. Сейчас мы приехали сюда. В этом городе проживает 8 миллионов жителей. Это тот город, где сочетаются красивые небоскребы с нищими районами. Этот город расположен высоко в Андах, и этот город – царство уличной еды. В этом выпуске мы прогуляем с вами по местным достопримечательностям, посмотрим исторические центры, прогуляемся по красивым улочкам и поднимемся на одну из самых главных достопримечательностей города – гору Монсеррат, и также посетим собор, где находится самый большой крест под землей. Начать знакомство со столицей мы решили с одной из самых красивых и необычных достопримечательностей этого города. Это гора Монсеррат, которая возвышается над всем городом. Высота этой горы 3152 метра, и сейчас мы будем туда подниматься. Заходим? Да. Вообще на гору можно подняться тремя способами. Первый способ — это телеферика, как называют в Колумбии канатную дорогу. Она открылась в 1955 году. Второй способ — это фуникулер, который открыли и запустили в 1929 году, когда нас всех еще не было на этом свете. Паломники уже поднимались сюда на этом фуникулере. И третий способ — это для тех людей, которые любят заниматься спортом. Можно подняться пешком, приблизительно подниматься где-то час-полтора, может быть даже 2 часа. Дорога проложена плиткой, красивые пейзажи, но этот вариант явно для нас, потому что у нас недостаточно времени и сил. Здесь на горе также находится церковь, посвященная Черной Мадонне Монсеррата, открытая в 1640 году. Настоящая же оригинальная церковь находится в Барселоне. Еще я обратил внимание, что здесь очень много людей, одетых по-спортивному. Видимо, люди сюда бегают, поднимаются, фотографируются, отдыхают и спускаются вниз. В общем, активно занимаются спортом. Считается, что распятие, которое находится на территории собора, обладает даром исцеления. Ежедневно сюда поднимаются сотни людей пешком, чтобы через страдания получить божескую милость. Отсюда можно увидеть соседнюю гору Гуадалупе, на которой возведена статуя Христа. Вот там вдалеке. А здесь находится колодец желаний, куда все бросают монетку. Сейчас посмотрим, что там. И кинем монетку. Кидай. Здесь на горе очень много разных смотровых площадок. Открываются красивые виды на Боготу. Но мы сейчас уже будем двигаться в сторону фуникулера и спускаться вниз. Сегодня почему-то работает только канатная дорога, а фуникулер не работает. Мы думали подняться наверх на канатке, спуститься на фуникулере, но будем туда и обратно подниматься на канатке. Все, мы уже спускаемся вниз. В этой кабинке у нас меньше людей, чем было, но здесь запотевшие окна. Allá en la piedrería. После того, как мы спустились с горы, мы решили прогуляться по историческому центру, пройтись на главную центральную площадь и заскочить в музей Ботера. Пошел дождь, и мы решили, чтобы не тратить время зря, сходить в музей, который находится с противоположной стороны дороги. Сейчас посмотрим, что там. Ну все, мы зашли вовнутрь, вход бесплатный в этот музей, и здесь на входе нас сразу встречает уже вот такая рука.
объемная, в принципе, к которой мы привыкли. Здесь несколько залов. Сейчас пойдем, в общем, изучать, что здесь есть. Опа, какая красота! Это Мона Лиза. Только немножко вздулась почему-то. Да, напомню, для тех, кто нас смотрит первый раз, мы были в Медельине, там есть площадь Ботера. Это очень известный скульптор здесь, в Колумбии. Здесь в Боготе находится его главный музей. Особенность его скульптур и картин вообще в том, что они все объемные. Он делает объемных людей, животных. И это, наверное, Пабло Эскобар. Смотрите. Прикольный. Фрукты. А это женщина. Женщина, бананы. О. Здесь, видимо, экскурсия. Да? Нельзя приближаться ближе, чем на метр к картине. Катя говорит, нельзя приближаться ближе, чем на метр к картинам. Картины необычные. Мы вообще не фанаты музеев, но мне здесь нравится. Интересно, да? Необычненько. Голенькая Зентина кутит апельсинку. А внутри здесь такой красивый дворик. Фонтанчик. Да, музей необычный. На самом деле, я думал, что нас здесь ничего не удивит, потому что где мы только уже не видели эти скульптуры, а здесь картины. Да, вот это вот самое необычное, то, что везде по городу расставлены в Медельине, в Боготе скульптуры, а здесь именно музей с картинами. Следующий зал. Здесь есть еще один зал, но это все уже картины других художников. Даже по стилю сразу видно. Здесь на втором этаже оказались уже скульптуры. Интересно то, что музей был основан в 2000 году, и Фернандо Ботеро передал своей родной стране, передал одному из банков 200 с чем-то своих произведений искусства. 123 произведения это его, и около 80 принадлежат другим европейским авторам. Вот. Сейчас все это поместили как раз в этот музей. Выкупил этот банк особняк и открыли здесь такой красивый центр. И непривычно видеть скульптуры таких маленьких размеров, потому что обычно везде мы видели большие в городе. Гораздо больше даже, чем человек. Мы видели такую большую статую, кстати, в Медельине. И какую? И вот такая, может быть, это мини-копия. Интересный факт, то, что Фернандо Ботеро до сих пор живой. Ему сейчас 90 лет, и он родился в 1932 году. Молодец. Лама. Сейчас я вышел на центральную площадь Боготы. Площадь называется Боливар. Здесь раньше находился цирк. Потом на этой площади продавали быков. А сейчас это место, где проходят все самые важные праздничные мероприятия столицы. В центре находится памятник Симону Боливару. Сейчас к нему подойдем. Это первый президент Колумбии. Вот, и где-то здесь должна быть церковь. Вот, церковь-кафедраль. Эта церковь старше, чем сама площадь. И вокруг расположены правительственные здания. Здесь на площади продают кукурузу. Покормить голубей.
Смотри, чтобы они тебя не нагадили. Наконец-то добрались в городок, который находится в 50 километров от Боготы. Городок называется Сипакира. Сейчас идем к одной из самых известных достопримечательностей в Колумбии. Не просто самая известная, а достопримечательность, которая с 2007 года считается самой главной в этой стране, по мнению местных жителей. Ну, наверное, по мнению тех, кто сюда приезжает. Интересно то, что в этом городке на глубине 120-200 метров находится католический собор, который расположился в соляных шахтах. Самое интересное то, что внутри этого собора находится самый большой подземный крест в мире. Сейчас посмотрим, что там, как это выглядит. Нам здесь показывают цены. В интернете информация устаревшая. Сейчас Катя будет фотографировать, переводить. Базовый пакет стоит 77 тысяч песо, стандартный 95 и 113. Но я здесь вижу, что самый дорогой включает в себя сити-тур, вот музей и что-то еще. Вот соляный собор, аудиогид, музей, интернет, картофельная проекция. Следы соли. Ну, сейчас посмотрим. В общем, мы купили билеты. Билеты у нас вышли 155 тысяч на двоих. Мы решили взять самый простой пакет, потому что остальные там включают прогулку по городу. В общем, очень много всего. Единственное, что мы хотели посмотреть, здесь есть еще маршрут шахтера. Что-то типа такого. Там тебе каски одевают, кирку выдают. Но платить 150 или сколько 113. там? 113 тысяч человек. Я не вижу в этом смысла. Если из того пакета мы воспользуемся только маршрутом шахтера и просто прогулкой по соляным шахтам. В общем, обычного пакета будет достаточно. В общем, мы подошли ко входу уже в соляные шахты, но здесь нас остановили и сказали ждать, чтобы собралась группа, потому что без гида туда заходить нельзя. Спросили, на каком языке мы разговариваем, мы сказали английский. Вот, пока сидим, ждем. Не знаю, сколько мы будем ждать, потому что уже минут 5 сидим. Еще нам выдали вот такую классную штуку, аудиогид на английском языке. Кнопочки нажимаешь, информацию рассказывает. Первое, что нам здесь сказали, что мы будем проходить где-то 1 километр в одну сторону, 1 километр в обратную сторону по этим соляным шахтам и спустимся на глубину где-то до 180 метров. Также круто то, что 75% стен в этих шахтах состоят из соли. Когда здесь активно началась добыча соли, здесь построили небольшой алтарь шахтеры, которые здесь работали. Потом алтарь перерос в часовню, а потом уже здесь открыли собор. Но когда открыли собор, по техническим причинам и по причинам безопасности, здесь что-то, видимо, произошло. Это было очень плохо для здоровья людей, и этот собор был закрыт. И заново его открыли только в 1990 году. И вот до сих пор он так и выглядит. Так необычно, мы гуляем, и здесь очень-очень мало людей. Потому что я читал в интернете, здесь ходят огромными группами, куча туристов. Мы пока встретили только 2-3 группы максимум, и все, там по 5-6 человек. И я заметил такую вещь, что гиды, которые проводят экскурсии, они все в касках, туристы без касок. Очень странная техника безопасности. Удивительно, что храм действующий, и по воскресеньям здесь проводят службу. Храм находится под землей, на глубине где-то 150-200 метров. Здесь, вот он, крест, ради которого мы сюда шли. Высота креста 16 метров. Это самый большой подземный крест в мире. Здесь такая надпись «Колумбия». Здорово. Очень круто. А здесь целая стена из соли. Вообще, здесь такой запах интересный. Прям, мне кажется, солью пахнет по всем туннелям. Кать, что скажешь насчет собора?
Мне здесь очень понравилось. На самом деле сюда надо приезжать где-то на полдня и спокойно, размеренным шагом гулять, наслаждаться, получать информацию. Были бы еще русские гиды, было бы вообще идеально. Но на английском, если вы английский понимаете, то тоже можно интересную информацию для себя услышать. Красиво, я такого собора ни разу в жизни не видела. Достойное место, я очень рекомендую. Вообще, даже наш аудиогид рассчитан на целый час 15 минут. То есть здесь огромное количество информации можно узнать в этом соборе, в этих шахтах. Выбраться из шахт можно двумя способами. Так же, как мы спускались вниз ножками, и можно на чем-то уехать. Сейчас посмотрим, на чем мы уедем. За нами приехал паровоз. Сейчас мы будем садиться в кабиночки и уезжать с этой пещеры на паровозе. На паровозе мы в пещере еще не катались. Ту-ту! Ну все, мы прокатились на паровозике 5 минут и выехали уже на улицу. Я хотел еще сказать, что здесь в Боготе очень холодно. На самом деле туристический сезон здесь в принципе круглый год, но самый холодный месяц считается июль, а мы сюда приехали в июне. В июле здесь температура до 9 градусов. Я думаю, что надо одеваться еще теплее, потому что действительно я уже замерз, уши замерзли, я думаю, что я скоро шапку одену. Но здесь по-своему колоритно. Мы покупаем билетик. 4000 стоит обычный входной билет и 8000 стоит билет с аудиогидом. Мы пришли в самый большой музей золота в мире. Огромная территория. Сейчас прогуляемся и посмотрим, что здесь есть. Масштаб музея просто невероятный. Чтобы у вас было представление, это 4-этажное здание, и музей находится на всех 4 этажах, и не только. Под землей еще минус 3 этажа, это тоже музей. Вообще местные жители были убеждены, что рядом находится страна Эльдорадо, где золотом была покрыта вся земля. Стоит отметить, что коренное население страны относилось к золоту совсем иначе. Они считали его священным металлом, который способен передавать и впитывать энергию солнца. Здесь в музее представлено около 36 тысяч изделий из драгоценного металла. Самые ценные экспонаты – это изделия, собранные со дна озера Гуатавита. В озеро они попадали в качестве жертвоприношения. Каждый вождь должен был доплыть до середины озера и скинуть свое золотое украшение. Что, друзья, этот день подходит к концу. Мы посмотрели сегодня все достопримечательности в Боготе, которые нас интересовали, и у нас сложилось очень странное впечатление об этом городе. Я бы даже сказала противоречивое, потому что город контрастов, я бы сказала, наверное. Тут очень много интересных, красивых, необычных мест,
но есть и минусы, немножко негативных моментов. Что-то с этим городом не так на самом деле. В следующем выпуске мы отправимся на один из самых больших водопадов Колумбии, который находится в районе Богаты. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Спасибо большое за ваши просмотры. Ставьте лайки и пишите комментарии. До скорой встречи!